Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрония. Я поменяла место вещания. И сегодня у нас мужчина-телец. Кто первый раз на канале, сразу еще раз говорю, что я не астролог, это мое хобби наблюдать за людьми. Я наблюдаю много лет и пришла к выводу, что есть очень ярко выраженные черты того или иного знака. И о них я и рассказываю. А у кого есть кто-то в семье телец, обычно телец немножко к себе относится, то есть он оценивает себя по-другому, и вот взгляд со стороны как раз покажет то, насколько четко я про этот знак сейчас расскажу. И я заметила, что у меня про мужчин почему-то гораздо больше информации получается, чем про женщин. Либо я вошла во вкус, либо, не знаю, что-то у меня больше листов получается. Я сделала, естественно, пометки и буду сейчас пройдусь по всему характеру. Я начну с того, что скажу, что телец, само слово телец подразумевает такое тельце, плотненькое такое, твердо стоящее на земле. Знак земной, и оно точно отражается именно в теле. У них часто такая простая, даже иногда такая пузатенькая фигура и внешность такая кругленькая. Они редко вообще бывают спортивные. Они очень харизматичные, обаятельные и приятные в общении. Это как правило. Тельцу важны как деньги и материальные ценности, так и комфорт, и одновременно важна красота. Красота для их взгляд. Но они любят окружать себя именно теми вещами, которые для них предоставляют ценность и красоту. У них есть такая склонность к солидности, что ли, во всем. Они любят чтобы у них только было какой-нибудь эксклюзивчик. Деньги у них, как правило, водятся, но они очень внимательно их тратят. При этом могут делать шикарные жесты в виде каких-то вообще немыслимых внезапных подарков. Но им важно, чтобы публика видела, и нужны свидетели этого спектакля, чтобы была какая-то оценка. У женщин-тельцов тоже есть такой финансовый пунктик. Выборочно они могут прийти на помощь, если он так решит, и это не повредит его годами создаваемой особой репутации. Он будет это все взвешивать. И если сильной, так сказать, угрозы нанесения ущерба его репутации не будет, он придет на помощь. Или придет на помощь какому-то очень близкому другу. У них мало друзей, но они очень близкие. К новым людям они относятся тоже очень осторожно, так как любят, как я уже говорила, комфорт и то, что может этот комфорт нарушить, по возможности отметается сразу. Лучше он откажется от какого-то действия, чем он будет нарушать свой комфорт. Очень практичный и основательно продумывающий именно эту сторону знак. Знают очень точно, чего хотят и что для этого сделать. То есть у них в голове возникает прямо картина. У них есть на это все и качество, и силы. Они стараются сделать качественно, солидно, отдать долг по нравственным убеждениям, даже если это выглядит иногда со стороны нарочито пафосно и показушно. У кого есть в семье тельцы, они должны эту черту, в принципе, увидеть. С другой стороны, должна сразу сказать, они неугомонно страстные, как, собственно, и женщины. Телец вообще очень такой любвеобильный знак. Если он встретит подходящую ему женщину, а лучше всего, чтобы она еще и очень следила за собой, была модной и хозяйкой, то все отношения будут верные, страстные на долгие годы, если не сказать навсегда. Если женщина внешне не будет соответствовать его вкусу, бывает так, что он женился на симпатичной девушке, которая следила за собой, потом замужем женщина перестает носить красивые вещи, украшения, и телец от этого грустит.
И он с удовольствием посматривает на красивых женщин. Это не значит, что он пойдет изменять, но он будет любоваться другими. Обязательно. И комплименты говорить будет, и мечтать, чтобы его жена тоже была такой. В общем, он оценит, если женщина, стопроцентная женщина, красивая, нежная, всем другим на зависть. И сам мужчина-телец очень такой нежный товарищ. Мужчина-телец в семье всегда главный и очень главный. Авторитет для жены и детей. И иногда это переходит в такую мелкую, а то и крупную тиранию. Может навязывать свои правила и принципы жизни, даже если они неправильные. И дети в таких семьях стараются побыстрее покинуть родительское гнездо и самостоятельно решать, что и как они хотят в жизни. Тельцы любят музыку, но не факт, что эта музыка хороша. Любят живопись, тоже тут надо, чтобы телец разбирался в этом, но у него тяга к прекрасному. Тельцы-любители вкусно и неторопливо поесть. Они вообще не любят спешку и суету. Телец – это один из фиксированных знаков, и он вот такой основательно и твердо стоит на земле. Очень любят планировать, а еще лучше планировать в письменном виде. И бесконечно. Вот спонтанность – это вообще не для него. Тельцы-мужчины любят соревнования, тем не менее. И вот такую здоровую конкуренцию. Потому что он подпишется на это, на вот какую-то соревновательную деятельность, если будет точно знать, что он умеет и сделает это дело лучше других. И, например, прославится, или сорвет овации, или выиграет денежный приз. Вообще не за просто так он любит соревнования. Должно быть какое-то поощрение или выгода. Тельцы и женщины, и мужчины имеют особое чувство юмора. Они любят вообще посмеяться. Им смешно, когда кто-то навернется там на банановой кожуре, шлепнется. Фильмы вот Чарли Чаплина вот наверняка вот созданы для них. Мне так кажется. Ну, не все тельцы такие, но им много не надо, чтобы посмеяться. Они могут и над собой пошутить, и, в общем, с ними весело. У них очень хорошая память, они могут запомнить очень такой солидный текст, причем навсегда. Вот из художественной книги могут запомнить. Тельцы медленно учатся, вообще всему медленно учатся, но зато помнят материал всю жизнь и могут, если надо и где надо, блеснуть своей эрудицией. Вот они умело пользуются, и при надобности они прям применяют вот эти свои знания. В гороскопах я часто вижу, что тельцы любят природу и часто и долго могут гулять. Вот правда, не наблюдала я такого, может, редко бывает, но не часто. Есть, конечно, и спортивные тельцы, которые могут долго плавать или уехать куда-то далеко на велосипеде, но это скорее редкость среди них. Он больше любит свой дом, и дома он хозяин с большой буквы. Ему вообще важна опора в виде дома, недвижимости, лучше всего с садом, с участком, а лучше прям собственным парком. А если они могут себе вот это вот денежно позволить, обязательно создадут для себя роскошный уголок для личного наслаждения. Вот чтобы там все было, полная чаша, там бассейн, сад, винный погреб, я не знаю, все подряд. Они для личного своего, естественно, для себя в первую очередь, ну и для семьи, конечно, обязательно. Им важна вот это чувство защищенности, безопасности. Они не любят переезжать, они вот любят, вот это один из таких земных знаков, который любит пустить корни вот так основательно. Кстати, у многих есть, вот у кого есть сад, они там действительно что-то активно выращивают, и не забывая о цветах, о красивом оформлении, чего о женщинах-тельцах вот я бы не могла сказать. Редкий случай, когда женщина-телец реально любит какие-то вот садовые работы такие. Тельцы почти все, как ни странно, интроверты. Они не открываются в новой компании, будут приглядываться и не проявляться. То есть они сами не пойдут на контакт такой активный. Несмотря на то, что они вот заметные личности внешне и проявляют себя открыто, очень открыто в узких кругах, они скептически относятся вот ко многим вещам и как-то так очень аккуратно с новыми людьми.
Они консервативны и не флексибельны, чем нервирует вот таких, как я, например. Очень трудно их сдвинуть с места. Очень упрямые, не любят внезапных изменений и вообще изменений в их планах. Вот они же планируют постоянно. Особенно, если это касается личной жизни. Вот ему надо, чтобы все было стабильно, и это знак ревнивый. Тельцы немножко такие с линцой. Не то чтобы прям ленивые, но вот есть в них вот такая вот линца. Лишний раз они пальцем не пошевелят. Медлительность какая-то прослеживается. Не особо устойчив, если у него какие-то проблемы, негативные события, отношения с другими людьми или партнерами. Может долго молчать, но потом вот внутри у него будет все это напрягаться, клокотать, и не дай бог он вскипит. А так вот, если у него какая-то вот негативная такая ситуация неприятная, он может даже и ныть, доставая близких, что вот все так, а не так, как надо, и так далее. Но чем что-то сделать и пойти первым и что-то там предпринять, он будет терпеливо ждать лучших времен, думая, он просто уверен, что под лежачий камень вода все-таки просочится. У него просто адское терпение иногда проявляется. Но что самое интересное, что вода просачивается под этот камень. Такой долгий срок может вытерпеть вот только телец. То есть у него вот какая-то сумасшедшая выдержка в этом плане. Если направить силу тельца в нужное русло, но это только он сам может сделать, да, то они могут стать прекрасными музыкантами. Так как их привлекают красивые женщины, он может быть фотографом или создавать какие-то вот музыкальные группы, набирать девушек в модельный бизнес, потому что он их видит хорошо. Могут быть также писателями или публиковать статьи, снимать клипы, вот что-то визуально и с языком связано, вот такие вот какие-то вот вещи. Но также они могут быть врачами, психологами, психотерапевтами, они очень хорошо чувствуют людей. И с финансами, естественно, они тоже умеют обращаться, у них вообще нюх на деньги. Вот если кто-то из них работает в финансовой сфере или на фирме, вот он с деньгами может очень хорошо обходиться. Но им приятнее работа среди красивых людей и вещей. Вот так как они любят дома, вот маклерами они могут тоже быть хорошими. Кое-кто может стать и хорошим спортсменом, но это как бы исключение из правил больше. Чувство меры у них, так же как и у овнов, практически отсутствует. Если он что-то строит или дарит, то все будет каких-то огромных, больших размеров, или этого будет много. Это как, знаете, как в анекдоте. Дайте мне таблетки от жадности, да побольше, побольше. Вот это вот про тельца. Обрисуем коротко, насколько я тут набросала, коротко портрет мужчины-тельца. Они обаятельны и в то же время эгоистичны. Я люблю себя до слез. Вот это про них. Жить с ним все равно, что сидеть тихонечко на пороховой бочке и не знать, когда рванет и рванет ли вообще. Потому что он вроде за долгие годы супружеской жизни предсказуем, даже иногда бывает скучен, потому что предсказуем. Но, с другой стороны, он может очень вас удивить какой-нибудь внезапной или выходкой, или подарком, или, не знаю, каким-то своим поведением, которое вы вообще от него не ожидали именно вот сейчас. Сюрприз вот может быть как негативный, так и позитивный. В молодом возрасте из тельцов прет энергия, они могут участвовать в каких-то стычках, вот лезть на рожон, просто от того, что у них энергии эту некуда девать. Может быть занудным уже в возрасте попозже. Жена ему нужна умная, красивая, послушная, или сдержанная, но на вид послушная, умная, в общем. Может даже старше него, спокойно. И чтобы в семье она сама поддерживала мужа, тельца, и детям подчеркнуто показывала, что папа у них главный авторитет. И всем придется учитывать и терпеть привычки хозяина тельца, даже если они вам не очень нравятся.
Тельцу нельзя давать ни малейшего повода для ревности, потому что телец – это Отелло. Он нафиг всех поубивает в прямом или переносном смысле. У тельцов, как правило, всегда есть денежки, они их любят, как-то их умеют создавать. У тельца много полезных всегда знакомств, и он не забывает по правилу «ты мне, я когда-нибудь тебе». У них очень хорошие организаторские способности. Несмотря на то, что они аккуратны в новом общении, там, где они выступают или их знают, они затмят всех собой и будут обращать все внимание на себя любыми путями. Особенно, если он в этой компании шеф или он сам устраивает вот это пиршество. По возможности он сделает так, что его окружение это будут симпатичные девушки. Даже в случае дефицита этих девушек он закажет кардебалет. Я утрирую, конечно, но суть понятна. Они любят вкусно поесть и выпить, но так как с чувством меры у них напряженка, отсюда следует часто лишний вес, ожирение или болезни печени. А двигаться они не любят. Крайне редко тельцы профессионально или активно занимаются спортом. Очень любят слышать в свой адрес комплименты или признание своего таланта. Ну, это любят все, но тельцу это важно. То есть, мало того, что он об этом знает, ему надо это, чтобы он слышал. Распространенное мнение, что они любят дорогую одежду, вот люксовые бренды, не замечала такого. Вообще иногда им начхать, во что они там и как одеты. Но как выглядит жена, им далеко не все равно. А вот, кстати, украшения любят мужчины такие, золотые, в принципе, любят, да, носят довольно часто. Мужчин-тельцов нельзя торопить. Никаких форс-мажоров они не переносят. Им всегда нужно время обдумать вот всю ситуацию, спланировать свои действия. Его очень трудно, практически невозможно сдвинуть с намеченного плана. Он очень фиксированный знак и будет стоять на своем, это его природа. Они вот такие вот материалисты и далеко не минималисты. Вот, знаете, каменная стена, вот, которую ищут некоторые женщины, да, вот это вот телец. Вот он представляет собой вот эту каменную стену, надежную. Вот так я вижу мужчин-стрельцов. Подписывайтесь на канал, не забывайте, пожалуйста, это нетрудно сделать, поставить лайк, оставить свой комментарий. Это все продвижению канала очень сильно помогает. Мужчины, тоже подписывайтесь. Вас очень много на канале, но почему-то вы не подписываетесь. Ну, может, там не одни мужчины, но во всяком случае подписано всего 35% из тех, кто смотрит канал. Всех вас обнимаю и целую. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.